Всем привет! Я, если честно, очень плохо спал этой ночью или прошлой ночью, не знаю, как лучше. И я сегодня ничего не понимаю, поэтому, если я буду говорить как-то странно, вы меня простите, потому что все, что я хочу, это покушать и лечь спать. Все. Вот. Но я решил все-таки записать сегодня видео, несмотря ни на что. И сегодня я расскажу вам про то, что я делал в последнее время. Не про все, что я делал в последнее время, а про одну из вещей, которыми я занимался. И говорить я буду про рассказ Льва Николаевича Толстого. У меня что-то камера трясется. Я надеюсь, это не сильно будет заметно. Ну ладно. Короче, вот это Лев Николаевич Толстой. Вот этот человек. И у него есть рассказ, который называется «Кавказский пленник». И достаточно давно я уже думал над идеей того, чтобы взять какую-то native литературу на русском языке и адаптировать ее на intermediate или advanced уровень для иностранцев, которые учат русский. И да, сделать типа Russian Graded Reader, который будет основан на русской классической литературе. И я это сделал. Я это сделал с маленьким рассказом Толстого, и сегодня я буду про это рассказывать. Так, у меня тут есть маленький план. Я буду смотреть в этот план. Что вам сказать? Спойлер. Этот рассказ не бесплатный. Я потратил очень много времени на то, чтобы его сделать. Делал я это достаточно неэффективно, но я начал и понял, что я хочу это доделать до конца, несмотря на то, что идея достаточно непродуктивная, неэффективная. Вот, поэтому да, это будет стоить недорого, но это будет не бесплатно, потому что я так хочу. Вот, поэтому, если интересно, то оставайтесь. Значит, о чем этот рассказ? Что вообще я сделал? Как я уже сказал, есть рассказ Льва Толстого, который называется «Кавказский пленник». Где-то здесь он у меня есть. Вот начало этого рассказа. Ай, блядь, я говорю, я сегодня спать хочу. Короче, в этой работе Толстой рассказывает нам про одного русского офицера, который служил на Кавказе во время русско-кавказской войны. Если я не ошибаюсь, это было в XIX веке, и в это время армия Российской империи вела военные действия на территории Кавказа. Сейчас эти территории официально принадлежат Российской Федерации, и, может быть, вы что-нибудь слышали про такие места, как, например, Дагестан или Чечня. Я думаю, что мы говорим сейчас про эти места, хотя я не уверен, потому что я плохо знаю историю. Итак, в этом рассказе главный герой – это русский офицер, который служит на Кавказе во время той войны. И однажды он решает поехать домой, в Россию, но попадает в плен.
То есть кавказцы, если говорить абстрактно, местные жители берут... Да, блядь, твою мать, сука. Сейчас надо что-то поставить. Итак, кавказцы, местные жители берут этого русского офицера в плен и увозят к себе, давайте скажем, в деревню. И в этой деревне он живет, и дальше с ним происходит то, что с ним происходит. Я больше не буду давать спойлеров. Если вам интересно, вы почитаете про это самостоятельно. Дальше. Что у меня тут написано? Это я сказал. Да, вообще, что я сделал технически? Что вы получите, если вы решите купить этот рассказ? Я загрузил на Boosty, я загрузил на свой профиль в Boosty файлы, и там несколько файлов. Там один файл в формате PDF, один файл в формате EPUB, я не знаю, как он называется. Короче, формат для электронной книги. Также там есть файл в формате Microsoft, типа Office, как это правильно называется, Microsoft Document, Microsoft Word, как-то так. Я просто не пользуюсь этими программами, поэтому я не уверен. Вот. Ну, короче, там есть два файла текстовых, которые можно открыть и самостоятельно редактировать. То есть, если вы как-то самостоятельно захотите поработать с этим текстом, изменить его стиль, изменить дизайн, изменить размер, вообще сделать, что хотите, вы сможете это сделать. И да, всего там 4 файла. Также я загрузил 2 поста, 2 публикации на Boosty. Одна платная, где вы получаете полный рассказ, и вторая бесплатная. Вы можете бесплатно получить PDF-файл с демо-фрагментом. То есть, если вам потенциально интересно это, вы можете скачать короткую бесплатную версию, прочитать пару страниц и посмотреть, нравится ли вам, понимаете ли вы вообще этот текст и будет ли это для вас полезно. Вот, ссылку вы, конечно, найдете в описании к этому видео. Вот. Итак, надеюсь, все понятно. Дальше. Как я это делал? Сейчас, да, как я делал этот текст? Знаете, в самом начале у меня была гениальная бизнес-идея. Я подумал, окей, искусственный интеллект работает очень хорошо сегодня. Я буду просто загружать в чат GPT русскую литературу, писать промпт типа «Привет, чат GPT, адаптируй, пожалуйста, эту литературу для студентов, которые изучают русский язык на уровне intermediate». И я думал, что я буду брать результат и продавать его за деньги всем людям, которые хотят, которым это может быть интересно. Я стану миллионером и, не знаю, поеду в Мексику. Итак, вы поняли идею. В общем, я попробовал это сделать. Я скопировал текст этого рассказа, отправил чату GPT, и мне абсолютно не понравился результат. Потому что чат GPT – это просто текстовая модель. Окей, я не знаю технические детали. Короче, я хочу сказать, что чат GPT – это неплохой программист, но достаточно плохой художник, у которого достаточно примитивное чувство эстетики.
Мне абсолютно не понравилось, как он адаптировал этот текст. Это было не стильно, некрасиво и очень сухо. Очень сухо, очень прагматично. И, мне не понравилось. Мне не понравилось, поэтому я решил сделать все олдскульно. Я решил сделать все руками. И я просто сел и написал этот текст так, как мне показалось правильным. Да. Вот. Поэтому я даже не знаю, зачем я это рассказываю. Мне просто захотелось рассказать об этом. Что еще? Окей. Итак, для чего я это сделал? Как бы вы могли это использовать? Например, вы получили эти файлы, вы открыли текст, у вас есть какой-то документ, или, может быть, вы распечатали этот текст на бумаге. Как бы лично я с ним работал? Я бы работал с этим текстом с помощью искусственного интеллекта. Я бы открыл, например, чат GPT, и я бы, когда я бы встречал какие-то новые и незнакомые слова в этом тексте, я бы писал чату GPT целые фразы, то есть эти слова вместе с контекстом, и просил бы перевести фразу целиком и объяснить мне каждое слово в этой фразе. Например, давайте посмотрим пример. А как я это могу посмотреть? Сейчас мне надо открыть файл. Например, вы видите фразу: «Солдаты часто останавливались, у телег ломались колеса, и все ждали». Вы что-то здесь понимаете, что-то здесь не понимаете. Например, вы не знаете слова «телег», и, например, вы не знаете слова «колеса». Что бы я делал в такой ситуации? Я бы копировал эту фразу в чат с искусственным интеллектом, я бы просил перевести ее на русский язык, и я бы попросил или перевести каждое слово в этом предложении, или я бы конкретно скопировал слово «телег», слово «колеса» и попросил бы рассказать мне, что значат эти слова, какая у них номинативная форма, какой у них перевод на английский или на какой-нибудь другой язык. И, может быть, я бы попросил сгенерировать мне какие-то фразы с этими словами, но в другом контексте. Вот. Наверное, когда я буду монтировать это видео, я сделаю это с искусственным интеллектом и покажу вам пример. Или зачем делать это потом, если я могу сделать это сейчас? Давайте сделаем это сейчас. Итак, я открою новый чат в чате GPT. Я вставлю эту фразу. Сейчас я напишу промпт и вернусь к вам. Итак, еще раз. Я написал чату GPT следующий промпт. Солдаты часто останавливались, у телег ломались колеса, и все ждали. И я спросил его по-английски в данной ситуации. Давайте я прочитаю по-английски. Translate this phrase to English. What does телег mean? What does колес mean? What are their nominative forms? И чат GPT переводит мне. The soldiers often stopped, the cart's wheels were breaking, and everyone waited. И далее он мне пишет. Телег – это genitive plural form of телега. Телега – это cart или
вагон, блядь, я не знаю, как это прочитать. И колес — это genitive plural form of колесо. Колесо — это wheel. И дальше он рассказывает какие-то детали. Вот. Я бы работал с этим текстом в такой манере. Я бы делал это так. Я думаю, это неплохой способ познакомиться с русской классикой в достаточно приятном формате. Я думаю, это неплохой способ улучшить свою лексику и параллельно повторять грамматику, которую вы, может быть, знаете. Вообще в этом тексте довольно много сложной лексики. 100%, если вы будете его читать, вы встретите слова, которые вы не знаете, но там достаточно понятная и достаточно базовая грамматическая структура. То есть у этого текста с одной стороны очень примитивный стиль, с другой стороны я постарался сохранить какую-то художественную ауру. Иногда я использовал чуть-чуть поэтичный порядок слов, иногда я использовал достаточно сложную лексику, но логика там везде достаточно простая и достаточно понятная, если вы учили как бы базовые темы из русской грамматики. Вот. Хорошо. Это сказал. Наверное, это все. Наверное, это все, что я хотел сказать сегодня. Как я уже говорил ранее, я хочу спать. Не знаю, что получится. Наверное, я загружу это видео в любом случае, потому что по факту у меня не было цели делать интересное видео. У меня была цель только рассказать вам про то, что я сделал, и чтобы побольше людей узнало про это, и, может быть, кто-нибудь смог это купить, чтобы я затем смог купить еду своему коту. Вот. Поэтому, наверное, это все. Если будут вопросы, лучше напишите в комментариях к этому видео. Давайте мы договоримся, что это будет просто черновое, несерьезное видео, где я поделился этой новостью. Вот. Отвечу на ваши комментарии и обо всем договоримся. Также, если вы хотите попрактиковать говорение на русском языке, вы можете сделать это вместе со мной. В описании к этому видео также есть ссылка на мой онлайн-календарь. И если захотите, можете забронировать время. Мы с вами встретимся онлайн и поговорим. Или на русском языке, или на каком-нибудь другом языке. Хорошо. Всем желаю хорошего дня. Итак, всем желаю хорошего дня. Увидимся в следующем видео. Следующее видео я уже постараюсь сделать как-то поинтереснее. И, не знаю, постараюсь получше к нему подготовиться, сделать его более формальным в техническом смысле. И в творческом смысле тоже. Да, на сегодня, пожалуй, этого достаточно. Увидимся в следующий раз. Пока.